Ребят, всем привет! Сегодня хочу заняться автобусом. Тогда в прошлых роликах, в прошлом, вернее, ролике, если вы заметили, был плохой запуск. Сейчас я хочу поменять обратный клапан на насосе. Ну, и еще что-нибудь проверить, посмотреть, обсудить с вами. Так что погнали! С момента ремонта двигателя, когда гонял автобус на ремонт двигателя, на спидометре было 127 тысяч. Сейчас 133 тысячи. За это определенный пробег. Давайте с вами посмотрим, что же приключилось. Самое главное, ребят, вот что мне не нравится, то есть это вот, видите, масло здесь, на переходнике резиновом. И сама, вон, видите, турбина. Я как бы перчаткой там протирал. Вот, видно вам? Даже вот на радик, на угол радиатора, видите? Масло, не масло. Да, ребят, масло. То есть, что я хочу сказать. Масло, в принципе, как бы сказать, на щупе уровень не уменьшается. То есть, как говорят, что, например, турбина там неисправна, она закидывает масло в кулер. Вот, сюда. Ну, сказать, что сильно масло не уходит. Но, в принципе, пробега немного. То есть, в районе 100 километров, меньше даже. Когда как. Но самое маленькое 50 километров в день автобус ездит. То есть, может быть, из-за пробега, что масло не уходит, не убывает. Ну, не знаю. Другой, если бы способ, например, он бы не ехал. Он едет. То есть идет хорошо, ну как бы сказать. То есть тут есть гора такая затяжная. То есть он в нее входит на пятый прям, ну, легко. То есть груженный с народом, все. Просто когда я гонял сам автобус на СТО, когда они все это разобрали, они сказали, как вы ездили вообще, если у вас напрочь забит кулер. То есть был типа маслом. Ну и когда я пришел, то есть вот с турбины, вот, с нее просто прям лилось туда масло. Здесь все было в масле. Я когда ее поменял, вот на эту турбину, прекратился. Я вот что и подумал. Думаю, может быть, когда я поменял турбину, когда я пришел, кулер мы не мыли. Может быть, из-за этого мы там турбину как-нибудь запоганили. Ну, это только мое такое мнение. Не знаю. Вот. И когда я приехал на СТО, они снимали кулер, они мыли его. И вот, может быть, они его нормально не вымыли, не домыли, может быть, оставили там, я не знаю, чем они там мыли, солярой там или чем, бензином. И может быть, в обратку она, ну, засосала оттуда, захавала, как говорится. Если есть у кого мысли, просто поделитесь в комментариях, напишите. Возможно так, невозможно. Блин, ну, турбину менять вот сейчас, ну не сейчас, а я имею в виду, когда она, если ее, например, заказать, она придет, потому что турбина чешская. Может быть, это и не турбина, может быть, вот реально из-за этого. То есть напишите в комментариях. Так, дальше что? Вот смотрите, вам видно, ребят, нет? Видите? Вот свечки накаливания, вот провод желтый идет. И то есть все в масле. Ну как, не сильно, но, блин, есть сырость, короче. И тогда пробовали пару-тройку дней назад специально. Когда ехали на оборотах, то есть бурлит воздух. То есть, ну вот здесь. Вот. Вот в этих местах. Вот там. Здесь, там. Воздух. Ну, типа того прокладка. Вот. Прокладка в запасе есть. Если будем менять, то, ну, это будет другой уже ролик. Здесь тоже, как бы, видите, есть сырость масла. Но она, может быть, нагревается, испаряется. Но, опять же, ребят, ну, блин, ну, не уходит уровень, вот честно. То есть, вот как я залил, вот за все эти тысячи, я долил, может быть, литр 2, но не больше. То есть, у меня как была, так и есть. Короче, у кого есть соображения, ребят, напишите. Из-за чего может быть турбина черная. Или в натуре ей уже все, хана, ее менять. Но автобус идет, масло не убывает. Или они кулер не домыли, не слили остатки с кулера, когда мыли. Вот, напишите в комментариях. Ну, а мы пойдем сейчас туда, полезем. То есть, получается, он вот под всеми шлангами, с той стороны надо
Да, залазить там, откручивать. Погнали, как говорится. Сиденье перестало двигаться. То есть эта штучка работает, замок, а сиденье само не двигается. Вот сгонял я за такой выдехой. Там около 100 рублей, рублей 80 она, наверное. В принципе, офигенная. И для замков воду выталкивает. То есть там на основе силикона тоже есть. Резинки на легковой машине тоже мазал после мойки. То есть, в принципе, блин, нормально. Мне понравилось. Это не реклама, не подумайте. Просто делюсь с вами. Вот, сейчас я хочу вот здесь пробрызгать. Вот, и все-таки разработать сиденье, потому что надо будет подлазить вон туда. Все, ребят. Чик. Чик, разработался. Дальше что у нас по плану? Да, вот эта трубка. Вон, видите, она мятая. Вот, то есть я ее откручивал, открутил, сюда подал. Там она была вот так согнута. Я ее зубами покусал, выпрямил более-менее, прикрутил обратно. Если бы, например, обрезать ее и заново, она бы уже, ну я не знаю, не дотянулась бы. Она была бы в натяжку вот здесь. Нам нужно сейчас открутить эту трубку и открутить вот этот клапан. Вот клапан, то есть здесь шайбочки. Типа два вида, есть черный, есть вот этот белый. Как их проверяют? Ну я не знаю, кто знает, не знает. То есть вот так. Вот, то есть на языке он висит, но, блин, не особо. То есть он купил один, надо было все-таки еще два. По идее он должен висеть прям, ну, мертвым. То есть пока ты его не отдерешь от языка. Вот, а тут как бы он все равно падает. Ну ладно, попробую я. Вот, ну а прокладка, то есть из-под проставки, ребят, я вам не сказал, конечно. То есть, ну она как бы, блин, намазана, все нормально, но воздух отсюда фигачит. То есть, когда мотор работает, оборот даешь, вот здесь прям начинает прям, ну, прям пузыри такие фигашут. Вот, и она вот так стекает, и, естественно, вот затекает, вот, видите, в колодце. Вот, свечка накалена. Вот, и туда вот так медленно, и все, на блок, и туда вниз. Вот. Но прокладку мы с вами будем менять в другом ролике. Сейчас нам нужно сделать, чтобы он заводился. Пока не забыл. Вот она у меня уже пылится, фиг знает сколько. Я когда с ремонта приехал, заказал, механик мне привез. То есть вот 6000 километров она со мной прокаталась. То есть это коробка на свечи накаливания. Обязательно надо, видите, как тут сделано. То есть она сточена прям офигенно. Вот болгаркой. Это так с магазина. То есть масса должна быть прям просто такая, ну, бомбическая. То есть если масса будет плохая, она сгорит опять сразу же, моментально причем. Лезем туда, откручиваем, открутим, выкрутим этот клапан и сравним, такой он, не такой. Ну и проверим на языке, вот как он будет держаться или нет. Вот таким образом ложитесь на сиденье, берем и ключик на 17 и подлазите. Раз. Все, короче. Так, надо перчаточку снять. А знаете почему? Потому что сейчас польется солярка, и все перчи будут в солярке. А потом их одевать, солярочные. Руки можно вымыть, а перчатки уже нет. Вот видите, нифига тут ничего не полилось. То есть солярку отпустила. Автобус постоял часа 3, наверное, 4. Такая вот фигня. Когда зажиганием, пока он накачает, то есть вот представьте, сколько надо маслать. Ну вы скажете, можно подкачать вон этой лягушкой. Вон, видите, лягушка. Вон она, фильтр грубой очистки. Это круглая блямба. Но до нее надо дотянуться, до нее надо как-то, блин, оттуда спереди вы не залезете рукой, не дотянете. Даже если дотянете, у вас сил не хватит. Отсюда нажимать, ну я тоже фиг знает. То есть этот фильтр придуман, я не знаю, почему там, для чего. А вот масло, ребят, смотрите, вот видите, вот. О, колодцы. Здесь, здесь, здесь. Вот фига, что она отовсюду. То есть вот отсюда. Ну хотя прокладка вот она. То есть я не вижу, чтобы она тут была порвана или еще что-нибудь. Так, ладно, давайте откручиваем клапан. Ребят, снял я вот этот клапан, да? И вот, который выкрутил я. Два разных. И это вообще не клапан, а просто болт. Такой вот специальный. Здесь, конечно, шарик туда-сюда. И в магазине я из 3 выбрал один. То есть тоже также пробовал на язык. Один более-менее вот висел. Я взял. Ну а здесь, как мне показали, типа выкрутить здесь. Насос тут вот какой.
что-то я не вижу даже, блин, ну, где хотя бы тут должен клапан стоять. То есть вот фильтр тонкой очистки, да, тоже нет. Это обычный, наверное, штуцера, что ли, я думаю. Он же, вот видите, здесь на 19 и подключить на 14 вверх сам. И шайбочки, вот видите, никаких медных шайбочек нет. То есть вот такие вот с резинкой. Смысл в том, что, ребят, что я хочу этим сказать. То есть вот, смотрите, шайба повреждений, видите? А изогнутая вся. Причем прям офигенно изогнута. Не знаю, что она, не по размеру или как. Вот. Это вот тоже как бы согнуто, но не так. А это вот стояло внизу. То есть вот он, этот штуцер, вот. Вот. Вот более-менее ровная шайба, она стояла под ним, под этим штуцером. Вот. А эти, одна с этой, одна сверху. Вот эти изогнутые. Никаких здесь медных, ничего такого нет, никаких шайб. Перетягивать их нельзя. Ну а как не перетягивать, ну вернее не затягивать по-нормальному, то есть как по обычному. То есть раз тянешь, ну нормально чувствуешь с полсилы. Так, ну ладно, что, пойду я к механику заказывать эти шайбы. И когда привезет, уже соберем. Ну, наверное, пока он будет ездить, мы с вами поставим эту коробочку. Вот сейчас еще. Механик уехал. Думаю, если они согнутые, думаю, если их попробовать выпрямить. Но я так присмотрелся, то есть там и резинка даже повреждена. То есть вот как бы закручивали, затягивали, или я не знаю почему. Она так согнута. Поврежденная даже резинка. То есть если даже выпрямить молоточком, попробовать будет хапать воздух. Так, ну вот, куда мы, я думаю, приделаем эту коробочку. То есть вот эти все фишки. То есть мы фишка сюда, и эти колпачки сюда. Вот сюда, я так думаю. Да, блин, а гаек нет. Офигеть, а чем приделать? Прикручивать? Ничего себе. Так, какая-то куда коробка? Сюда? Так здесь массы не будет, да, ребят? Вот если сюда, то есть, например, вот тут все шатается, ходит, вот видите? Затянуть ее, этот там саморез, нормально не затянешь. Ладно, сейчас я подумаю, как и что. И тем более гаечки нужно сюда искать. Посовещались мы все дружно, короче, приняли такое решение. То есть на складе нашли вот эти медные колечки еще, подумали, обмозговали, посмотрели, замерили, примерили. То есть как бы типа эти шайбы, может быть отсюда, может быть не отсюда. Здесь вроде как площадь, видите, соприкосновения, то есть нормальная. То есть и штуцер, и болт. Вот, и там тоже штуцер большой, ну, под ним, который лежал, вот более-менее прямая. Вот, шайба. А здесь штуцер маленький, тоненький. То есть и получается, что начинаешь тянуть, смещается влево-вправо, и она начинает ее продавливать, эту резинку. Приняли решение такое, типа поставить, ну, туда, под тот штуцер вот эту прямую, а под этот штуцер поставить все-таки попробовать медное. Ну, если, блин, нет, то нет. Тогда придется вот эти шайбы. Ребят, все-таки, блин, решил я посмотреть, думаю, слишком она загнута или нет. То есть вот, смотрите, я вам покажу. Залез я все-таки, открутил, и вот, согнуто. То есть, оказывается, эта трубка, это не обратка, это и идет с фильтра грубой очистки. Вот она, видно вам? Вот, раз и идет туда. Попробую ее все-таки выгнать пассатижами, как вот эту трубку я делал. Вот, и попробую, будет она нормальная или нет. Так вот, воздух, то есть через гайку воздух засасывается. Вот, сейчас я вот эту выгну и попробую еще разочек так сделать. Все, короче, пассатижами я чуть-чуть выпрямил эту трубку. Вот, сейчас попробуем. Солярочка вкусная. То есть нормально, солярка поступает, все зашибись. Вот, сейчас выверну штуцер, чутка поверну и прикручу. Ну, попробуем, погоняем, заведем. Все, народ, прикрутил я там. Штуцер вывернул, трубку прикрутил, все везде затянул. Так, вот у меня осталось 3, если что, колечка. Вот, беру я вот эти колечки согнутые. То есть я их пока не выбрасываю. То есть я их пока положу сюда. На случай того, что если
эта схема не прокатит с этими колечками, придется тогда покупать эти. Клапан я возвращаю на склад. Масса. Так, пробуем. Как говорится, с Богом. Подождем. Чуть остынет. Пробуем. Ребят, так вот не видно, да, что бурлит. А вот обороты дашь, и сразу здесь будет сопливить масло. Вот из-под этой проставки. Так что в следующем ролике будем менять эту прокладку под проставку. Так, ну я думаю, воздух прогнался, поработало. Воздух прогнался, думаю. Сейчас найду я гаечку. Пока найду гаечку, пока мы придумаем, куда ее прикрутить, подсоединим и все такое. Вот, и потом попробуем еще раз сделать джингл бенз, завести. Все, я переворошил. Вот у меня тут под сиденьем. Тут тоже болтики, гаечки, всякая фигня. Короче говоря, нашел. И то нашел не у себя в автобусе, А сбегал туда к слесарям и нашел. Так, сейчас нам что надо? Ну, нам нужно, сами да знаете, да. И погнали думать, куда же нам ее пришпандорить. Тогда старая, вот это вот, Рылюха, там, блок розжига, или там, как она называется правильно. между прочим, кто знает, напишите в комментариях. Она была вот здесь. И, как мне потом сказали, бывший, кто на нем работал, был плохой контакт. Они нажали зимой на свечки накаливания, ну, то есть на кнопочку, чик, здесь заискрило, и, короче, пипец ей. Вот, когда я приехал, и, главное дело, мне об этом ничего не сказали, что она там, ну, сломана или еще что-то. Я только узнал, когда приехал на ремонт туда, когда уже прозвонил этот компьютерщик у них. То есть ее вскрыли, ну, по видео вы увидели, что она пахнет. И вот он мне сказал, хорошую массу надо. Сейчас я провода подсоединю. И все-таки, я думаю, может быть, вот приделать ее сюда. То есть вот здесь самое жесткое такое офигенное место. То есть открутить и как-нибудь вот туда ее повернуть, если проводов, конечно, хватит. И попробую все-таки ее сюда закрепить. Так, ну эта коробка прикручивается легко, подсоединяется тоже. То есть фишка подсоединяется, по-другому вы ее не подсоедините. И два провода, то есть, вот видите, толстый и красный. Это, я так понимаю, плюсовой. Итак, парни, чутка я здесь переделал. Вот. Вот, смотрите. То есть я думаю, что вот эта масса будет самая офигенная масса. То есть все, она намертво, я ее затянул. Вот, кузов, все приварен. Все, провода здесь подсоединил. Все правильно. Здесь была, как вы помните, вот эта штука. То есть подкачка, воздух. Вот. Ее, я думаю, потому что она с ним сюда никак не подходила. То есть не хватало вот этой дужки дотянуться. Вот. Я так подумал, думаю, как раз у нее, видите, вот площадка приварена к этой гайке. Думаю, она как раз вот пойдет здесь. Вот. Трубочку я чуть-чуть вытянул. Вот. Она в оплетке, даже если, например, ремень порвется, то есть она не повредит трубку. Вот. Трубка, конечно, там пластик. Вот. Думаю, вот так будет самое нормальное. То есть, если запитаться, то есть вот снять колпачок, накрутить можно. То есть чуть-чуть отжать жгут и накрутить. Только так, я думаю. Ребят, ну что, время прошло нормально. Я уже сходил пообедал. Все, прикрутили, поставили. Ну что, пробуем? Давайте испытаем. Нормально. Все работает. Офигеть. Посмотрю завтра утром, как он заведется. Ну а сейчас, вот простоял он больше часа. Думаю, если бы отпускал, он бы отпустил, наверное. Если бы, например, большое удечка была. А так, все сворачиваю, все убираю, все обратно назад. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, ребят. Пока.